12 лет ожидания наконец-таки подходят к концу. Не знаю, как вы, но лично я ждал особняки чуть ли не с релиза GTA Online. Еще с тех бородатых времен ходили слухи о их появлении. Прошло 12 лет, и вот уже 9 декабря выйдет долгожданный апдейт. Сегодня кратко, но информативно разберем мини-трейлер обновления, найдем новый транспорт, а также обсудим последние утечки от инсайдеров. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Роскошные особняки за миллионы долларов совсем скоро появятся в GTA Online. Рекомендую заранее подготовиться к обновлению и прокачать своего персонажа в моей группе по накрутке. Любое количество денег, любой уровень, тысячи положительных отзывов и самое главное, никакого бана. Ссылка само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Что касается мини-трейлера, забавно, но из 15 секунд нам показали только 2 кадра с новым контентом. Это кадр с транспортом и кадр с самим особняком. Все остальное в этом трейлере это просто рандомные моменты. Игра в гольф, бассейн в пентхаусе, шампанское в казино и так далее. Поэтому на этом останавливаться не будем и сразу перейдем к тачкам. Первый автомобиль зеленого цвета, скорее всего, будет классическим спорткаром. Уж очень сильно внешний вид напоминает Ferrari 365 Daytona. Выглядит приземленно, ничего сверхъестественного, очередная бричка, которую скорее всего потом мы увидим в GTA 6. Вторая тачка, кто бы что ни говорил, но крайне сильно похожа на электрический суперкар Porsche Mission X. На форумах мнения разделились, люди предлагают другие варианты, например Ferrari SP3 Daytona или Dallara Stradale, но все же, как по мне, Porsche внешне подходит больше всего. 100% суперкар будет крайне дорогой и наверняка составит конкуренцию в гонках нынешнему топу, Кригеру, Эмирусу и так далее. Третья машина это либо старый Vapid FMJ, но с новым тюнингом, в чем я сильно сомневаюсь, либо совершенно новая версия этого суперкара. Отличный пример это недавно добавленные широкие Jester RR и Cheetah Classic. Здесь, я думаю, будет то же самое, нам добавят широкую версию Vapid FMJ и, кстати, кто не в курсе, основой для этого автомобиля является Ford GT GR3. Ну и последняя, четвертая машина, тут, к сожалению, труднее всего было что-то разглядеть, но все же на форумах решили, что кузов крайне сильно похож на какую-то BMW. E39 самый популярный вариант. Линии капота и задняя часть действительно похожи, но на 100% гарантировать, что это будет именно E39, я не буду. Поживем, увидим. По транспорту на этом пока что все. Ждем больше машин в полноценном трейлере в начале декабря, но сейчас предлагаю перейти к самому главному кадру с особняком. Странно получается, но 55% зрителей смотрят ролики без подписки на канал. Я как бы ни на что не намекаю, но с подпиской следить за новыми видео станет в разы проще. Сразу видно, что за основу взят особняк Дэвина Уэстона. Площадь и квадратура плюс-минус такие же, но внешне все поменялось. Другой стиль, другое оформление, другой декор и так далее. Находится, кстати, это место вот в этой точке на карте. Сейчас здесь идет стройка. Из особенностей сразу видно, что на территории будут гулять NPC, видимо, чтобы создать атмосферу бесконечной тусовки. Кроме этого, можно заметить бар рядом с бассейном и джакузи, кучу лежаков и диванчиков, куда можно присесть, посадочную площадку для вертолета Buckingham Валатус, небольшую зону с газоном на крыше, возможно, для игры в мини-гольф и самое главное, полностью прозрачный интерьер. Вот тут интересно, видно, как игрок выходит через раздвижные двери, а значит, что помимо прозрачности интерьер еще и бесшовный, то есть никаких кат-сцен и загрузок, когда вы входите или выходите, не будет. Для примера вспомните тот же дом Франклина, просто пробегаем через двери и мы уже внутри. С особняками будет точно так же, и наверняка у многих из вас вопрос, но что же делать, если один и тот же особняк купят другие игроки в сессии? Я это вижу так, вот этот прозрачный интерьер, который видно с улицы и куда можно бесшовно попасть, действительно будет общим для всех игроков. Да, с одной стороны это странно, но с другой воспринимайте игроков как NPC, это просто дополнительная массовка, которая по сути никак мешать не будет. Пользоваться оружием внутри интерьера в любом случае нельзя. Помимо
Помимо этого, я уверен, у каждого владельца особняка все-таки будет своя личная приватная зона, куда другие попасть не смогут. То есть где-то на территории этого прозрачного интерьера будет либо дверь, либо лифт, куда попасть можно только через загрузку и кат-сцену. Там будет гараж и комната с новым оборудованием для вашего бизнеса. Да, в новостной статье Rockstar анонсировали, что наиболее передовые решения для вас и вашего бизнеса будут доступны через особняк. Поэтому, скорее всего, особняк выступит в роли ультимативного хаба, через него можно будет контролировать абсолютно все бизнесы в игре. Переходим дальше. На очереди утечка от инсайдера TESFANS. Дело в том, что переводя официальную статью на испанский и корейский языки, Rockstar спалили, что особняков будет всего 3. Если это действительно так, то в целом их местоположение мы с вами знаем. Первый особняк из трейлера вот в этом месте на карте, второй, где сейчас идет стройка, вот здесь, и третий — это реконструированный особняк Дэвина Уэстона вот в этой локации. Сразу скажу, я бы не воспринимал эту информацию близко к сердцу. Возможно, особняков будет чуть больше, и это обыкновенный косяк перевода. Поэтому ждем 9 декабря и копим бабки. На сегодня все, следим за новостями, ждем новых подробностей обновления от Rockstar и, конечно же, полноценный трейлер. Все важные ссылки на мои соцсети в описании, переходите в Telegram, сейчас там проходит розыгрыш халявной прокачки, перед апдейтом то, что надо. Как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.